12-й студийный альбом фолк-рок-дуэта «Америка» был выпущен на лейбле Capitol Records 21 сентября 1984 года. Альбом назывался Perspective. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Германии. После своего разочарования в результатах выпуска их предыдущего альбома Your Move, работу над своим следующим альбомом Perspective дуэт решил провести в совершенно ином направлении. На обложке альбома мы видим Бекли и Баннелла, стоящих перед зданием 100 Уилшир, расположенным на пересечении бульвара Уилшир и авеню Оушен в Санта-Монике, Калифорния. Это здание, построенное в 1971 году, было самым высоким в Санта-Монике. В работе над записью альбома Perspective приняли участие 3 разных продюсера. Канадский продюсер и музыкант Мэтью Макколи. Он продюсировал 5 треков альбома. Американский продюсер и сессионный гитарист Ричи Зита, поработавший над 3 треками альбома. Зита, кстати, продюсировал множество хитов, работая с такими известными исполнителями, как Джо Кокер, Лео Сейер, Диана Росс, Элтон Джон, Шер и многими другими. И английский продюсер, музыкант и автор песен Ричард Джеймс Берджес. Он стал продюсером 2 песен альбома Perspective. Джерри Бекли и Дью Баннелл также поработали в качестве исполнительных продюсеров альбома. Они пригласили для записи альбома большое количество известных сессионных музыкантов, ориентируясь на синтезаторную музыку, популярную в середине 80-х, включая использование программируемых цифровых драм-машин, которые получили широкое распространение в те годы. Альбом Perspective был записан и сведен в нескольких студиях в Лос-Анджелесе. Альбом открывает песня We Got All Night с приятной мелодией и хорошей басовой партией американского басиста Натана Иста. Эта песня сразу настраивает слушателя на новые стандарты звучания дуэта. Сразу узнаются аранжировки, привычные для 80-х. Вторая песня альбома с названием See How the Love Goes продолжает погружать вас в мир софт-рока 80-х. Здесь партии баса и клавишных исполнил Артур Барроу, мультиинструменталист, работавший с Фрэнком Заппой, Джорджем Мародером, Джо Кокером, Билли Идолом, Дайаной Росс, группой The Doors и многими другими известнейшими исполнителями. Далее следует обворожительная песня с запоминающейся мелодией Can't Fall Asleep to a Lullaby, не могу заснуть под колыбельную, в которой ведущую вокальную партию исполнил Дью Баннелл, а партию бэк-вокала исполнил американский певец, автор песен и вокалист знаменитой рок-группы Journey Стив Перри. В качестве ответного жеста Стив Перри пригласил Дью Баннелла для участия в съемке видеоклипа на свой хит 1984 года «Oh Sherry». Кстати, в моей коллекции винила есть 6 альбомов группы Journey. Песня Cannot Fall Asleep to a Lullaby достигла 26 места в чартах Adult Contemporary. 4-я песня Special Girl была написана канадским певцом, автором песен и гитаристом Эдди Шварцем в сотрудничестве с автором песен и продюсером, канадцем Дэвидом Тайсоном. Песня стала скромным хитом для Шварца в Канаде, для группы Америка в США и для Meatloaf в Великобритании. Дуэт Америка выпустил свою версию песни в качестве сингла с альбома Perspective. Эта версия достигла 15 места в чарте Adult Contemporary. Она также достигла 106 места в чарте Billboard's Bubbling Under. От себя могу сказать, что эта песня с довольно стандартным звучанием для 80-х. Ничего впечатляющего. Песня «Пятая авеню» завершает первую сторону альбома. На этом треке мы слышим работу известного перкуссиониста Паулиньо да Коста. Он был одним из самых востребованных перкуссионистов в лос-анджелесских студиях звукозаписи в 80-х годах. Паулиньо работал с известнейшими исполнителями, такими как Серджио Мендес, Квинси Джонс, Майкл Джексон. Он участвовал в записи его самых известных хитов. С Эллой Фицджеральд, Сарой Воган, Дайаной Кролл, Мадонной, группой Тото и многими другими. Песня It's Like You Never Left At All открывает вторую сторону альбома. За ней следует песни Стерео, Lady with a Bluebird с интригующей попыткой создания регги-звучания, песня Синдерелла с бэк-вокалом от Тимоти Шмидта из группы Eagles и песня Unconditional Love. Закрывает альбом трек Falling Off the World.
Все эти песни имеют приятное звучание и инструментальное оформление в стандартах поп-рока 80-х, но в них нет запоминающейся яркой мелодии, нет каких-либо моментов, которые бы надолго задержались у вас в голове. На сайте AllMusic обозреватель Стивен Томас Эрлевин пришел к выводу, что легкие песни альбома и чрезмерное увлечение синтезаторами и драм-машинами делают его не более чем очаровательно посредственным продуктом того времени, хотя и значительно лучшим предыдущего альбома дуэта. Именно использование электронных новинок повлияло на качество аранжировок песен дуэта, что отдалило Джерри Бекли и Дьюи Баннелла от привычного и любимого слушателями стиля 70-х годов. С другой стороны, можно понять и желание дуэта экспериментировать с новым звучанием и быть в русле музыкальной моды текущего десятилетия. Альбом Perspective достиг 185-го места в чартах поп-альбомов Billboard и стал последним альбомом Америка, попавшим в чарты до 2001 года, когда пробился в чарты их сборник полного собрания лучших хитов. Это также был последний полноформатный студийный альбом группы до выхода в 1994 году альбома Hourglass «Песочные часы». В июле 1985 года фолк-рок-дуэт «Америка», чтобы выполнить свои контрактные обязательства перед лейблом Capitol Records и закрыть контракт, выпустили свой второй официальный концертный альбом под названием In Concert. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным на Филиппинах. Это был шестой и последний релиз дуэта Америка на лейбле Capitol Records, и это был первый альбом дуэта Америка, выпущенный на набирающем популярность формате компакт-диске. Это был первый альбом Америка, который вообще не попал в чарты. С альбома не было выпущено ни одного сингла. Запись, представленная на альбоме, была сделана в театре Арлингтон в Санта-Барбаре, штат Калифорния, 1 июня 1985 года. Хорошее выступление дуэта на сцене дает полное ощущение той эпохи. Хотя дуэт Америка находился уже далеко от расцвета своего творчества 70-х, на альбоме присутствуют хорошие песни, которые привлекут внимание слушателя. Поклонники, присутствовавшие на самом выступлении в театре Арлингтон, утверждали, что среди дополнительных песен, исполненных группой, но не вошедших в этот концертный альбом, были песни Sandman, Never Be Lonely, Can't Fall Asleep to a Lullaby и Old Man Took. Но в общем этот альбом можно рассматривать как сборник лучших хитов. Все песни группы, включая их хиты с начала 70-х годов, здесь звучат несколько иначе, возможно более жестко, агрессивно. Музыкальная мода 80-х повлияла на стиль исполнения дуэта. Тем не менее, альбом получил положительные отзывы от слушателей. Возможно, у поклонников группы Америка как раз и вызывает интерес иное, более современное исполнение старых хитов 70-х. Сами участники дуэта говорили, что они любят концертные выступления, несмотря на регулярные повторения одних и тех же старых хитов. Некоторые слушатели сравнивали это с процессом перерисовки Моны Лизы каждый вечер концерта. Парни утверждали, что если выйти на концерт и исполнять только новые песни, которые слушатели еще ни разу не слышали, то зрители потеряют интерес. Их мотивация к посещению концерта – это возможность услышать песенный материал группы, которым она более всего известна. Они хотят снова пережить или вспомнить те свои ощущения, когда они услышали свои любимые песни впервые, и отвлечься от повседневной рутины современной жизни. Дуэт Америка всегда на концертах старается воссоздать свои записи как можно лучше, потому что это то, что нравится людям.